Приветствую вас, зрители моего канала. Сегодня у нас на обзоре транспортный корабль «Курьер» второго размера от компании Drake, модель Геральт. Но доставляет он не пиццу или столы языки, а прежде всего информацию. Это один из двух на сегодняшний день кораблей, представленных в игре, являющийся представителем геймплея, связанным с перевозкой, хранением и добычей информации. Геральт рассчитан на одного человека, хотя в некоторых случаях можно взять с собой и айтишника. Но спать придется либо по очереди, либо в обнимку друг с другом. Ну или... Вы поняли. За реальную валюту его можно приобрести за $85, а внутри игры он стоит 1 181 100 альфа-уеков и продается на Лорвеле. Корабль оборудован довольно серьезными техническими средствами для работы со всеми видами цифровых данных. Помимо этого он защищен от электромагнитного излучения и имеет возможность экстренного уничтожения всех данных на борту, что в значительной степени снижает риск попадания в чужие руки. Также Геральт работает через удаленный сервер по особому защищенному каналу связи, поэтому даже если Геральт каким-то чудом удастся взломать, это еще не значит, что похищенную информацию получится прочесть. Геймплея для данного типа кораблей еще нет, однако я решил сделать обзор этого корабля, так как его очень нечасто можно встретить на просторах вселенной Star Citizen. Ну и, соответственно, выяснить, может ли он представлять хоть какой-то интерес для игроков. Не забывайте про лайк, комментарий под видео и можете даже подписаться, если еще не сделали этого. Приятного просмотра! Итак, для начала, как всегда, размер и вес. Геральт можно сравнить со среднестатистической фурой с прицепом. В длину корабль составляет 24,75 метра, в ширину 12,5 метров, а в высоту 9 метров. Его масса составляет 65 тонн. Корпус Геральда имеет секционное строение на основе облегченного каркаса, и как и все изделия от компании Drake, точности сборки тут нет. Зазоры, невзрачный, странноватый внешний вид, все как мы любим от этой компании. Слышал даже, что его называют горбуном некоторые пилоты. Корпус не состоит из каких-то особенных элементов и хитрых сплавов. Защищает он себя по-другому. Далее объясню, как именно. Монолитная остроконечная кабина Геральда является частью каркаса судна, выполняющего всю ту же несущую конструкцию. Катапультирования нет. Под кабиной находится курсовое вооружение в виде баллистического гатлинга второго размера от Jellison Tactical System серии GT215 модели Скорпион, установленного на гимбальном подвесе третьего размера. Тут же видно два осветительных прожектора. Далее справа по борту находятся двери входа-выхода, а также шахты под ракеты. И да, на первый взгляд это некое сопло, ну или хотя бы двигатели реверса, но нет, это ракетная шахта слева и справа. Кстати, ракеты тут стоят от Termit Concern, первого размера модели Task Force, в количестве 4 штук на каждую шахту. Урон каждой ракеты составляет 1156 единиц. Наведение у них электромагнитное, максимальная дистанция захвата цели 10 тысяч метров, радиус поражения 14 метров. Под ракетными шахтами находятся защищенные блоки хранения данных в виде физических жестких дисков. Примечательно, что внутри этих ячеек есть даже оборудованные ниши под носители данных, точно такие же, как показано в руководстве корабля, но на данный момент они пустые, физических элементов не имеют. Под днищем судна находятся небольшие выступающие панели частей бронированного компьютерного ядра. На маленьких табличках надпись гласит, что этот элемент может быть обесточен при критической перегрузке системы. Почти по центру у Геральда находится опоясывающая система широковещательного массива антенн передачи данных под названием SATA M6A1. При необходимости передачи данных или их перехвата Геральт разворачивает эти антенны на пульте управления и производит все необходимые манипуляции. Примечательно, что раньше эти антенны можно было раскрыть соответствующей кнопкой внутри, но теперь эта функция недоступна, однако и кнопки, и сами антенны до сих пор присутствуют. Под маленькими крыльями Геральда установлены лазерные репитеры первого размера от Klaus Werner серии CF-117 модели Bulldog. Маршевая оснастка Геральда – это два двигателя 4 размера с разной мощностью и потреблением топлива. Рядом мы видим также индукционные трубопроводы. Я серьезно, они так и называются. Правда, не знаю, зачем вам эта информация. Ну да ладно. Нижний двигатель имеет мощность 2,6 меганьютона и потребляет до 12,5 литров на меганьютон. Верхний двигатель имеет мощность в 3,8 меганьютона и потребляет 10,3 литров на миллион километров. Разгон и скорость Геральда сравнимы с разгоном ракеты. В прямом смысле слова. В игре есть ракеты, которые летают медленнее, чем этот корабль. От нуля до крейсерской скорости в 174 метра в секунду разгон составляет сумасшедшие 1,43 секунды, а до максимальной в 1360
161 метр в секунду за 11,2 секунды. Это просто что-то с чем-то. Геральт является самым быстрым кораблем на сегодняшний день Star Citizen. Ракеты второго размера, такие как Игнат или Доминатор, летают медленнее, чем этот корабль. Но самое комичное в нем будет далее. Маневровая система представляет собой блок из 4 фиксированных двигателей мощностью 817 меганьютонов каждый и потребляющий топливо в размере 3,125 литра на меганьютон. Двигателями реверса выступают по совместительству чуть усиленные маневровые, и всего в количестве 2 штук. Их мощность составляет 1,4 меганьютона. Да, основные двигатели больше, чем сам корабль, а двигатели для его остановки — это вот эти 2 мелкие штуковины. Тем самым тормозной путь у него составляет от максимальной до нуля 2 года. От максимальной скорости Геральт останавливается за 30,9 секунд. Не так уж и плохо на самом деле. Раньше было хуже, видимо, показатели ему подтянули. Self-Destruct составляет 30 секунд, радиус поражения 50 метров. Обзор Геральда вполне себе неплохой. Не скажу, что он идеальный, но все, что нужно, ему видно. Для пилота доступно 4 из 6 многофункциональных мониторов, что очень хорошо, ибо почти всю необходимую информацию можно вывести на эти экраны. По центру располагается радар 2D типа. Справа стандартная панель индикации предупреждения. Сразу за креслом пилота находятся небольшие ящики местного инвентаря корабля. Правда, они не функциональны в данный момент. Далее находится основной рабочий инструмент корабля, рабочий терминал или рабочая станция для работы с информацией. На месте в данный момент можно только поднасрать пилоту, выключив питание корабля или побаловаться с энергопитанием. Весь остальной функционал, подразумевающий работу с данными, отсутствует. Вокруг рабочего места находятся различные приборы по шифрованию данных, сервер и прочая сопутствующая шняга. В былые времена, находящейся с левой стороны от оператора терминала, находится кнопка открытия антенн SATA-6. Сейчас хоть затыкайтесь, ничего не произойдет. Далее укромно расположилась миниатюрная жилая зона в виде кровати, умывальника и туалета. Пройдемся по компонентам. Все они установлены внутри за специальными нишами, в которых, я вас обрадую, ничего нет. На нем стоят 2 стелс-щита первого размера класса C от компании Ascension Astra, модели Shimmer. Стелс-щиты, как и все в этой категории, означают, что данные узлы имеют пониженное инфракрасное и электромагнитное излучение. Количество поглощаемого урона составляет 1500 единиц у каждого. Надув щита 400 единиц ХП в секунду. Общее время надува 4 секунды. Энергоустановка первого размера класса A от Tyler Design Tech модели Slipstream вырабатывает 1788 единиц энергии в секунду. Также 2 стелс-кулера класса C от той же Tyler Design Tech модели Heat Safe, отводящие до 130 кубических метров тепла в секунду. И квантовый двигатель первого размера гражданского типа класса C от компании Tarsus модели Expedition. Способен разогнать корабль до 148 972 км в секунду. Потребляет такой двигатель до 9,80 литра на миллион километров. На сегодняшний день Геральт представляет собой весьма интересный корабль. С одной стороны, его геймплей еще не завезли в игру. С другой, его скорость и невысокая стоимость заставляет задуматься о приобретении. Поверьте, это очень приятно, когда в атмосфере вы летите со скоростью ракеты. Работать на нем курьером — это одно удовольствие. Ведь для малых ящиков карго-сетка не нужна. Закинул все в кабину, на кровать и полетел. А если вы любите выполнять задания, где необходимо перевести какой-нибудь зета-проланит или дулизер Мэкс, то это вообще сказка. Геральт втопит так, что мало не покажется. Ну и какое-никакое, очень посредственное, но все же вооружение на 3 подвесов. Может помочь выполнять какие-нибудь миссии по уничтожению пиратов, но это уже на любителя такое извращение. Хотя если ему поставить дробовики и ориентироваться на тактику быстро подлетел, втащил и улетел, то может быть и весьма интересно. В общем, корабль стоит вашего внимания. Но как и всегда, за реальную валюту я не советую его брать. А вот купить внутри игры, как один из первых кораблей после стартового Мустанга или Аврорки, почему бы и нет. Я почти уверен, что удовольствие он вам точно доставит. Ну и какие фишки на нем можно мочить? Тролля пилотов — это что-то с чем-то. Смотреть, как Эклипс вас пытается торпедировать своими торпедами, лететь в 5 раз быстрее них в атмосфере — это нечто. Но, как всегда, выбор за вами. С вами был я, Северная Борода, и обзор корабля от компании Drake, модели Геральт. Всем пока.